Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе кожаный мужской ремень из толстой кожи, толщина 5 мм, кожа растительного дубления, ручная окраска, латунная фурнитура, а также ручной шов. Очень классный вариант под джинсы. Ремень хотя и плотный, но за неделю принимает форму тела и его вообще не чувствуется. Переходим к процессу изготовления. Для данного ремня буду использовать латунную пряжку шириной 4 сантиметра, поэтому вырезал полозу, соответственную 4 сантиметра, держатель под пряжку, также 4 сантиметра ширина, 15 длина, и тренчик. Тренчик длиною 10,5 сантиметров и шириной 2. 10,5 сантиметров, потому что ширина 4 и толщина кожи 5 миллиметров. И именно под эту толщину и эту ширину рассчитан этот тренчик. В центре держателя для пряжки пробиваю отверстие пробойником длиной 2 сантиметра и шириной полсантиметра. На держателе также делаю отступы по 4 сантиметра и по 1 сантиметра. Пряжку я не буду пришивать намертво, к полосе буду использовать винты ременные, чтобы можно было в любой момент открутить, поменять пряжку, укоротить, например, ремень. Поэтому пробиваю отверстия под эти винты. Держатели для пряжки я не буду срезать бахтерму, делать его тоньше, а в тренчике с каждой стороны на расстоянии 3 сантиметра от края срезаю как можно больше кожи. Срезал лишнюю бахтерму с тренчика. Далее с помощью кромкореза срезаю кромку на тренчике и на держателе. Так как это кожа растительного дубления, то данным деталям с помощью воды можно придать нужную мне форму. Беру таких же два кусочка кожи, как и ремень, шириной 4 см, толщиной 5 мм, и с помощью них буду придавать форму тренчику.
Данная деталь будет изгибаться только посередине, соответственно, чтобы она не потрескалась, когда я ее буду изгибать. Лучше ее смочить водой. Так как данный ремень я буду прошивать, то, соответственно, размечаю сейчас линию под пробойник. Чтобы при эксплуатации ремня нитка не перетиралась об джинсы, для нее делается канавка. Именно поэтому я разметил ременную полосу и с одной стороны, и с другой. И с помощью кромкореза буду сейчас делать канавку под нитку. Также делаю канавку и на бахтерме. Прорезал канавку уже на ремне с одной и с другой стороны под нитки. Также сразу же снял кромку по краям. Можно переходить к пробитию. Но следует учитывать, что кожа толстая и нужно максимально ровно ставить пробойник. Если будет небольшое отклонение в одну или в другую сторону, то шов с этой стороны будет кривой. Прогать начинаю с кончика и одновременно иду по двум сторонам, чтобы шов был одинаковый. Данное отверстие нужно, чтобы пряжка не болталась после ее установки и четко сидела на своем месте. Данное отверстие делаю с помощью 5-миллиметрового пробойника через каждых 3 сантиметра. Ремни я делаю под каждого человека индивидуально, так чтобы ремень застегивался на среднее отверстие. И было еще по 2 отверстия в каждую сторону. Может, человек похудеет или пополнеет. Соответственно, можно было перестегивать. Как рассчитать, какая длина должна быть самой ременной полосы? К примеру, если у человека пояс 100 сантиметров, нужно отнять длину пряжки, в моем случае 5 сантиметров, плюс от средней полосы до кончика вот это расстояние надо прибавить. В моем случае от среднего отверстия до кончика я оставляю 21 сантиметр, соответственно плюс 21. Именно такой длины должна быть ременная полоса. После установки пряжки
ремень будет застегиваться именно на среднее отверстие. Если у человека талия или пояс, не знаю, как правильно сказать, 100 сантиметров. Ременная полоса, держатель, тренчик, все уже готово к покраске. Красить буду обычными шерстяными палочками. Для того, чтобы придать больше жесткости ремню, я сначала использую морилку, прокрашиваю ей 2 слоя. Морилка идет спиртовая и очень вонючая. Ей красить только в открытом помещении. После морилки я прохожу еще несколько слоев краской Толедо, тоже спиртовая, 33032, темно-коричневая. Сам процесс покраски уже записывать не буду, так как буду красить в другом помещении. Краска уже хорошо впиталась. Можно заметить, насколько ремень стал плотнее. Первое, что я делаю после покраски ремня, это наношу на лицевую сторону эликсир от Kenda Farben. Это защитное водоотталкивающее средство. Очень похоже на молоко. Это средство очень хорошо выравнивает тон кожи. При этом никак не меняет цвет кожи. CMC клей, сликер и вперед обрабатывать края. Чуть позднее еще пройдусь с помощью пчелиного воска. А сейчас перехожу к обработке бахтармы. Точно так же, как и лицевую сторону, сейчас пройдусь с помощью эликсира. Не дожидаясь, пока эликсир подсохнет, сразу же наношу CMC клей. Беру плотную тряпку и заполировываю. Перехожу опять к лицевой стороне и наношу тонким слоем Antigua Super финишный крем от Kenda Farben.
Нанес один слой, сразу же наношу второй тоненький слой. Нанес второй слой, и в принципе можно сразу переходить к полировке. Не знаю, будет на камеру видно или нет, какой оно эффект дает. Тут я уже заполировал. Возвращаюсь к краям изделия и заполировываю их при помощи пчелиного воска. Прошивать ремень начинаю с этого места. Прошиваю сначала с одной стороны, потом с другой стороны. В моем случае длина самой ременной полосы 1,25 м. И на то, чтобы прошить с одной стороны, нужно 4 метра нитки. И на то, чтобы полностью прошить ремень, уходит несколько часов. Сам шов в данном ремне не играет в принципе никакой роли. Он тут просто для красоты. Закончил прошивать ремень. Сейчас его простучу, и можно будет уже устанавливать пряжку. Забыл тут сразу пробить отверстие, но ничего страшного, сейчас прикину, размечу и пробью. Ну вот и все. Изделие готово.
плотный, хороший ремень под джинсы. К примеру, это мой ремень, которым я уже пользуюсь года полтора. Также был из этой же кожи сделанный. Ни разу его после этого не обрабатывал ничем. И ношу его практически каждый день. Напиши в комментариях, какие ремни тебе нравятся. Может быть, тоже из такой же кожи. Может быть, из тоньшей кожи. Или может быть, тебе вообще не нравится носить ремни. Ну вот и все. Пока-пока.